Рязанское княжество оказалось первым на пути монголо-татарских завоевателей. Перед вторжением Чингизид Батый приказал провести разведку. В конце осени 1237 года его войско расположилось на южных рубежах Рязанского княжества на расстоянии более 200 километров от Рязани, откуда было отправлено посольство с требованием князю Юрию Рязанскому отдать десятину всего. Такие требования князь отверг и послал гонцов за помощью к союзным князьям Юрию Владимирскому и Михаилу Черниговскому. Сам же, в надежде затянуть время, отправил к Батыю ответное посольство, которое возглавил его сын Федор. Батый принял дары послов, пообещав не нападать. Но на Перу чингизиды потребовали у послов их дочерей и жен, что было неприемлемо для русских. Получив отказ, монголы перебили посольство. После известия о гибели сына, Юрий Рязанский собрал в столице свою дружину, на помощь также пришли князья с дружинами из Пронска и Мурома. Князь Юрий стремился отомстить за смерть сына и выступил против монголов, не дожидаясь войск Владимира Суздальского княжества, которые не очень спешили на помощь. Таким образом, Батый вынудил русских вступить в бой по отдельности, использовав разобщенность русской знати. В ожесточенной битве на реке Воронеж обе стороны понесли значительные потери, в итоге меньшее рязанское войско было разбито. Разгромив пронские земли, Батый повел войска к Рязани. Зимняя мерзлота способствовала быстрому продвижению. Передовые разъезды подошли к городу 16 декабря. В Рязани не было сильного гарнизона. Город обороняли воины, уцелевшие в битве на реке Воронеж, личная охрана княжеской семьи, жители города и окрестных сел. Общая численность войск Батыя, вторгшихся в русские земли, неизвестна. По современным оценкам, численность всей Орды составляла около 60 тысяч воинов. Непосредственно в осаде Рязани участвовало менее 40 тысяч. Княжеские дружины превосходили монгольскую армию по качеству вооружения, но имели малую численность, а главное, действовали разразненно. Рязань была крупнейшей крепостью княжества. Она состояла из детинца, среднего города и столичного города. Укрепления Рязани включали рвы, 10-метровые валы, на которых находились деревянные стены и башни. Бои за Рязань продолжались несколько дней. Окружив город, монголо-татарские отряды приступили к штурму. Они постоянно бросали в атаку свежие силы, а меньшее числом рязанцы были измотаны продолжительным сражением. В течение осады монголы непрерывно обстреливали город из баллист и катапульт. Тяжелые камни повреждали башни и ворота, рушили стены. В городе начались пожары. В ночь на 21 декабря монголо-татарские войска пошли на последний штурм. После упорного сражения на валах и стенах они ворвались в Рязань. Уцелевшие защитники продолжали обороняться на улицах города. Последние из них отступили к каменным церквям, где все искали спасения. Но церкви также были разгромлены, а укрывшиеся в них люди перебиты. Почти все население города было истреблено, тогда там жило около 8 тысяч человек. Уничтожив Рязань, орды Батыя двинулись вверх по Оке, аналогично разрушая другие города и истребляя их население. После погрома в декабре 1237 года Рязань в прежнем виде уже не восстановилась, что подтверждают археологические раскопки. Столица княжества была перенесена в Переяслав-Рязанский, который стал именоваться Рязанью с 1778 года. Исторический вывод прост. Вот что бывает с народом, когда правящая верхушка занята исключительно борьбой за власть и за свое личное обогащение.